Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой потрясающий летний джемперок ажурной сеточкой в виде елочек. Сеточка непривычна нам такими, знаете, как мы привыкли это все воспринимать в виде квадратиков, да, а вот именно елочка, ажурная елочка, видите? Очень такой прям оригинальный и простой узор. Мне просто он покорил мое воображение. В общем, легко-легко вяжется и такой стильный-стильненький видок имеет, да? Смотрите, дизайн у нас тоже абсолютно простой. Спущенный рукавчик, да, планочка идет по низу изделия, по рукавчикам, да. Не длинный такой джемперочек, свободный такой крой у нас идет. В общем-то, очень легенький, для лета прям так самый раз, да. Из полухлопковой пряжи предлагаю его связать. И он свяжется быстро, потому что у этого узора всего 4 ряда раппорт. Представляете, такой вот он. Такая вот простая елочка. Резиночку здесь можно сделать 1 на 1, 2 на 2. Вот тут вот 3 на 1. То есть 3 лицевые, 1 изнаночная. Так, поскольку здесь узор очень простой, его можно порекомендовать начинающим девочкам. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Итак, мои хорошие, давайте все по порядочку. Начнем, как всегда, с пряжи, да? Вот. И затем по порядочку я показываю выкройку, схему. Мы с вами обсуждаем, сколько петель набрать, как расположить узоры, да? Вяжем этот образец узорчика. Вот. И мои подробные расчеты во второй части видео, где я рассказываю, сколько петель набрать на тот или иной размер. Берем обхват размеров очень большой. Я вам показываю таблицу размеров, если кому сложно определиться, какой у него размер. И все у вас получится, девочки. Как рассчитать петельки, я вам очень-очень подробно расскажу. И как связать тоже расскажу. И остановимся более детально на вертикальной плотности. Как ее определить, как ее тоже, в общем-то, воспользоваться ей на практике, я тоже расскажу. Итак, мои хорошие, всем, кому приглянулась данная моделечка, я думаю, что она подойдет на любой возраст и на любой размер. Такая вещь незаменимая на лето. Просто, знаете, будете выглядеть как королева в ней, реально. Под топ, под платье, под футболку, под что угодно, под брюки, под сарафан, под все, что угодно сверху одеваете, и вы королева. Итак, смотрим пряжу. Для вязания этого джемпера сеточкой я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Шикарная пряжа турецкого производства с очень хорошей ниточкой. Смотрите, какая скруточка идеальная. Видите, как ровненько все здесь лежит. Вязать одно удовольствие. Будем использовать с вами спицы 3,5. Показываю вам, да? И вот смотреть, что у нас получается в результате нашего связанного образца. Связанный образец. Здесь 8 раппортов в высоту, 3 раппорта в ширину. Вот такая ажурная сеточка. Очень красивая у нас выглядит. Про пряжу я забыла сказать, что в 100 грамм у нас 330 метров. И состав это полухлопковый. Цвет видите, да? 187 и 55% хлопок, 45 акрил. И вот такой еще у нас показываем узорчик. Интересненький. Вязать одно удовольствие. Раппортик составляет всего 4 ряда в высоту. Представляете? То есть только 2 лицевых ряда
и 2 ряда изнаночных, которые вяжутся изнаночными петлями. Я могу рекомендовать этот узор красивый для вязания начинающим девочкам. Прямо могу вот так вот четко говорить, без всяких сомнений, что этот узор будет очень легко, в принципе, вязаться. Вы сами увидите, когда посмотрите мой мастер-класс до конца, когда мы будем вязать этот образец. Итак, мои хорошие, сейчас мы с вами будем смотреть схему этого узорчика, выкройку, затем свяжем образец, ну и далее будут у нас объяснительная часть, расчетная часть, где я буду рассказывать, сколько петель набирать на тот или иной размер. Простейшая схема, как я уже говорила, 2 ряда лицевых у нас, всего 4 ряда раппорт и 11 петель ширина раппорта, видите, да? Пустая клеточка — это лицевая, кружочек — это накид, вот этот треугольничек — это 2 вместе лицевой с наклоном влево, и зеркальные 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот этот вот такой интересный значок по центру — это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Как вязать все эти условные обозначения, мы сегодня с вами свяжем. И девочки начинающие, я думаю, без труда справятся с данным узорчиком. Делайте скрин, девочки, узор простой. Выкройка теперь. Выкройка. Таким образом у нас выглядит выкройка. Немножечко она мутноватая, ну ничего страшного. Все размеры мы с вами сегодня посмотрим в таблице, да? То есть определим с шириной спинки, переда вы определите, сколько вам петелечек нужно набирать вместе со мной, если вы будете смотреть мастер-класс до конца. Я расскажу вам, как расположить узор на тот или иной размер, как оформить вырез горловины, то есть как его связать вот с этими интересными такими закруглениями, да, как связать скос рукава, сколько петель по низу набрать, чтобы красиво расположить раппорты узора, сколько петель придется наверх, как это все рассчитать, да, то есть самая широкая часть рукавчика, и как рассчитать скос, чтобы прибавки шли равномерно у нас на протяжении всей длины рукавчика, да. Что такое вертикальная плотность, как ее применить на практике, я тоже рассказываю. В сегодняшнем мастер-классе мы конкретно берем пряжу, конкретные спицы и конкретно определяем плотность вязания. То есть вы можете, в принципе, если вам все устраивает в этой пряже, которую я вам рекомендую, выбрать такую же пряжу. Расход пряжи у нас будет приблизительно очень много ажура здесь, да, то есть такой легенький облегченный джемперочек. Я думаю, что на самый маленький размер 42-44 вам вполне хватит около 400 грамм и даже меньше, возможно. Вот, все зависит от, ну, в общем-то, от ниточек, которые вы выберете. Я говорю про ту ниточку, которую я сейчас вам рекомендовать стану в данном мастер-классе. Если вы берете другую ниточку, там, возможно, будет другая плотность, в общем-то. То есть на каждый размер прибавляйте по 50 грамм и выходите на тот самый метраж пряжи, который вам понадобится на ваш размер. Вот таким образом будем расчеты строить по расходу пряжи. Так, с этим тоже все понятно. Ну а сейчас, девочки, после того, как мы посмотрели схему выкройку, приступаем к вязанию образца узора. Девочки, узорчик, который мы сегодня с вами будем вязать, состоит всего высотой из 4 рядов и в ширину это 11 петель раппорт. Для вязания набираем любое количество петель, кратное 11. Я набрала 35 петель, у меня 3 раппорта связано и 2 кромочные сюда еще входят. Поэтому получается 35 петель. Вот так выглядит узор, который мы будем сегодня с вами вязать. Довольно интересная сеточка, елочками такими, да. Вот, и на лето, я считаю, идеальный вариант. Вяжется очень легко, на одном дыхании, быстро свяжется этот джемперочек для летнего такого наряда, да. И начинаем с вами первый ряд нашего узора.
лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру лицевая. Теперь вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Как умеете, так и вяжите этот элемент. Я вяжу бабушкины петли, поэтому вяжу вот так, как привыкла. Накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Далее повторяем раппорт. Если вы вяжете один раппорт, то ничего вам повторять не надо. Переходите на изнаночный ряд и вяжете все петли изнаночные. А я продолжаю вязать до конца. Вот. И пока покажу вам следующий ряд, третий. Так, вяжем с вами третий ряд нашего раппорта. Первые 2 лицевые вяжем. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. И теперь вяжем из 3 петель лицевых 1 лицевую. Для этого я 1-2 петельки меняю местами, так, чтобы у меня 2-я петля оказалась поверх 1-й. И провязываю 3 вместе 1 лицевой. Это называется 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Такой элемент. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Вот и весь узор, весь раппорт. Далее повторяются раппорты, кому нужно. 4-й ряд вяжем тоже изнаночные петли все. И, собственно, повтор раппорта будет идти опять с 1-го ряда. Вот такой простой узор. Итак, я довязываю этот ряд, 3-й, потом довязываем 4-й ряд, да, и делаем влажную тепловую обработку образца. Вы можете тоже связать, чтобы потренироваться узор, несколько раппортов в высоту, посмотреть, да, и для расчета плотности вам тоже понадобится, конечно, линеечка, и посчитать нужно будет петельки. Делаем влажную тепловую обработку образца. Горячим паром я вдаю наш образец и тяну его в разные стороны. Очень активно тянем его. Сейчас будем делать влажную обработку, а затем посчитаем плотность. Обращаю ваше внимание, что нужно выпрямлять также и кромочные петли, потому что они у нас тоже будут в расчет входить. Итак, все мы сделали, оставляем сохнуть наш образец в таком расправленном виде. Итак, измеряем ширину узора нашего. Я прикладываю линеечку и вижу, что вот у меня 18,5 получается. 18,5. Давайте еще раз. Вот так его аккуратно кладем. Так. И еще раз измеряем. Теперь вот 18 получилось. Ну хорошо, пусть будет 18. 35 петель у нас участвует в узоре. И мы делим на 18. Получаю 1,9. Ну тут в принципе 1,94, да. Ну давайте сделаем 1,95. Вот такое число возьмем, плотность. Запишем, что в 1 сантиметре у нас 1,95 петель умещается. Ну, тут, в принципе, можно, конечно, и двоечку поставить, но давайте будем более точными. Теперь по вертикали измеряем высоту нашего узора. У нас закругленный такой получается немного край, поэтому померяем в самой широкой части 15 сантиметров и вот в самой узкой части 14,5. Ну, давайте возьмем
15, да? И посчитаем, сколько рядов у нас связано. Я у себя считаю, девочки, вы у себя считаете. Так, ну и теперь смотрите. 32 ряда я посчитала. У меня 8 раппортов в узоре по 4 ряда. 32 ряда здесь сейчас связано. И 32 ряда мы поделим с вами на те сантиметры, которые измерили. У нас там было 14,5 или там 15. В общем, если я поделю на 14,5, то получится цифра 2,2. То есть плотность по вертикали 2,2. Если я сейчас поделю 32 ряда на 15 сантиметров, у меня получится 2,1. В общем, здесь вот давайте напишем 2,15, чтобы нам совсем уж быть предельно точными. В одном сантиметре 2,15 ряда. Теперь эти цифры нам понадобятся для дальнейших расчетов. Смотрим выкройку. По выкройке будем составлять описание. Девочки, вот такая будет у нас выкройка. Немного она нечеткая. Ну ничего, мы с вами очертания главное видим, да? Смотрите, спущенный рукавчик у нас, длину можно сделать 3/4. Можно с коротеньким рукавчиком, можно вообще как топ сделать без рукавов, да? То есть здесь много вариантов. Но мы рассматриваем джемпер, как он есть наш. И давайте определимся с количеством петель, которые будем по спинке переду набирать, как расположить узоры. Смотрите, значит, 42-44 я рассматриваю ширину спинки и переда. Это 46 сантиметров. Затем следующий размерчик у нас следует 46, 48, 52 сантиметра, 50, 52. У меня получилось 57,5 сантиметров. Ширина спинки переда. Теперь попетельно это будет выглядеть следующим образом. Ширину умножаем на нашу плотность, которую мы с вами посчитали, по горизонтали. 1,95. 46 сантиметров на маленький размер умножаем на 1,95 плотность, получаем 89 петель, девочки. Ну, вернее, даже 90 петель, да, мы округляем, 90 петель получаем. Так, второй размер. Да, и давайте сразу, смотрите, значит, 90 петель надо поделить на 11 петель, это число петель в раппорте. Получаем 8 раппортов целых. То есть у нас получается 88 петель на узор и 2 кромочные. Получается в сумме 90 петель. Понятно, да? Теперь очень просто считать следующие размеры. К 90 петлям мы прибавим еще один раппорт, 11 петель. Получим 101 петлю. То есть это будет уже у нас сколько петель? 9 раппортов в 101 петле. Это 9 раппортов. То есть это, девочки, 11 умножить на 9, это 99 петель будет участвовать в раппорте, и 2 кромочные. В сумме 101 петля. Понятно, как считать, да? Дальше к 101 петле добавляем еще один раппорт, 11 петель, получаем 112 петель, да? И это у нас следующий размер идет 40. Так, следующий размер 50-52, 112 петель, да. Затем прибавляем еще 11 петель, 123, и это уже у нас идет 54-56 размер. Давайте поделим на 1,95. Ширина будет 63 сантиметра джемпера. На большой размер 54-56. Вот. И по раппортам вы тоже поняли, как считать, да? 11 петель у нас в раппорте. Схематично я всегда, девочки, вот так изображаю, чтобы было понятно. Но вдруг кто-то не понимает, да? Представьте, что это ваш наборный ряд, да? И мы, вот первый размер у нас был 8 раппортов, да? Делим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 раппортов, да? Одна кромочная справа, одна кромочная слева. А здесь у нас по 11 петель раппорт. Друг за другом идут. Именно те раппорты, которые я вам сегодня показывала. Всего 4 ряда высота раппорта. Вот так располагаем мы наши с вами узоры. И на каждый размер прибавляем 1 раппорт. Все, очень легко посчитать, понятно, да? Так, с этим определились. Давайте вырез горловины посмотрим, и сколько петель остается на плечи. Вот давайте на примере первого размера буду рассказывать. Вот у нас стоят мерки 23, 23,5, 24, но это на разные размеры, да? Вот смотрите, я посчитала по нашей плотности 1,95, 23 сантиметра ширина выреза горловины умножить на 1,95 плотность, получим 45 петель. Ну, 44 петли. У нас 90 петель на первый размер, значит, на вырез горловины тоже должно быть четное количество петель, 44, да? 44 петли. Нам надо посчитать, сколько на плечи остается. Всего у нас 90 петель. Отнимаем вырез горловины, 44 петли. И все, что осталось, это 46 петель. Делим на 2 плеча, то есть на каждое плечо по 23 петли. Аналогично вы считаете для себя, на свой размер. Так, и как их закрыть? Посмотрите, у нас идет скос плеча. Рекомендую вам за 6 рядов до окончания сделать следующим образом. Вот у нас 23 петли. На примере рассказываю первого размера. Делим 23 на 3. В 3 этапа будет скос формироваться. 3 закрытиями. 23 поделить на 3, это будет 7. Целое число. Но мы знаем, 7 на 3, 21, да? И остается там еще, короче, 2 раза вы закрываете по 7 петель. 2 раза вы закрываете по 7 петель. И последний раз закрываете то, что осталось. И останется у вас из 23 отнять 14. 9 петель останется. В 3-й раз закрыть. В каждом втором ряду закрытие петель идет. Вот так сформируется у вас скос. По спинке вырез горловины можно делать вообще, в принципе, его не формировать. Если хотите сделать, то также приблизительно тоже также на уровне начала скоса формирования берете, закрываете средние петли, оставляете с 2 сторон по 5 петель. Вот представьте, вырез горловины. Что по спинке, принцип одинаковый, что по переду. Смотрите, но по спинке у нас он менее глубокий, а по переду более глубокий, да? Вот я как обычно это делаю. Смотрите, я закрываю средние петли. Как я уже сказала, здесь мы, предположим, оставляем по 5 петель. А здесь все, что у нас в середине, остается в сумме. То есть в сумме это 10 петель, всего 44. То есть закрываем с вами в середине средние 34 петли. Затем обе половины вяжем раздельно, закрывая в каждом втором ряду в начале 3 петли для скругления, затем 2 петли для скругления. Если вам нужен более глубокий вырез, то вот эти вот петли закрывайте в 2 этапа. Предположим, в одном ряду закрываете 1 петлю, в следующем втором ряду закрываете тоже 1 петлю. Понятно, да? Принцип. Это спинка была. Если у вас перед, здесь нужно на скругление больше количество петель. Я обычно беру 10. Также у меня идет средние петли закрываются. Если я взяла здесь 10, то закрытие для скругления петель будет выглядеть следующим образом. Первый раз, предположим, 5 петель.
Второй раз, предположим, 2 раза по 2 петли. И все, что остается там, если всего в сумме 10, можно 12 взять петель. Ну, это уже на ваше усмотрение, да? У меня осталась 1 петля. Вот таким образом я обычно действую, девочки. 44 отнять с этой стороны 10 для скругления, 10 с этой стороны. Получается 20. То есть из 44 отнять 20 на скругление. В центре у нас 24 петли. Вот. И здесь вот также симметрично, зеркально формируете. Здесь можно не 5 взять, можно сколько хотите. Ну, в общем, закругляйте эти петли последовательно в каждом втором ряду. Вот. Ничего сложного нет. И рукав. Смотрите. По низу идет размерочка, мерочка на все размеры 25 сантиметров. 25 сантиметров будем делить с вами, умножать, вернее, на нашу плотность 1,95. Получим 49-48 петель, да? 48 петель. Как распределить узоры на 48 петель? Я могу вам сказать, что 44 петли у нас точно. Это будет 4 раппорта по 11 петель, да? И как следующие петли 4 догнать? Давайте я схематично вам нарисую. Вот представьте распределение петель. Здесь начинается у нас вязание, что по спинке, что по рукаву, что по переду. Резиночка у нас идет 1 на 3. Вот, смотрите, она вот здесь показана. То есть 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые, изнаночные. Вот такая интересная резинка. 4 петли у нас участвуют в раппорте, 3 петли для симметрии добавляется, чтобы было симметрично. Можете не заморачиваться с этим, если кто уж там так сильно не любит высчитывать симметрию, да. И поэтому можете связать любую резинку 2 на 2, 1 на 1, самый простой вариант. Но планочку предусмотреть все-таки не мешало бы, да. 4 сантиметра она в высоту, эта планочка идет, что здесь по рукаву, что по спинке и переду. Любую резиночку используйте. В оригинале используется, как я уже сказала, резиночка 3 лицевые, 1 изнаночная. Вот такая резиночка. Так, и после того, как у нас с вами все это дело связалась, планочка, распределение узоров идет у нас следующим образом. 4 раппорта по центру идет по 11 петель. 11, 11, 11, 11. Ну, кромочная справа 1, кромочная слева другая. Это уже 46 петель. 2 петли не хватает. Предположим, сделаем 1 лицевую справа, 1 лицевую слева, добавочные. И начнем наше вязание с добавочной лицевой. Потом 4 раппорта подряд по 11 петель. Закрываем, заканчиваем все 1 лицевой тоже для симметрии и кромочной. Ну, понятно, да? То есть вот таким образом можно расширить наше полотно на 2 петли, добавить. Симметрично с 2 сторон лицевыми петлями располагаем добавочные петли. Затем идет формирование скоса. Сколько сделаем с вами здесь по самой широкой части рукавчика? Смотрите, здесь стоит у нас мерочка 32, 34, 36 и так далее, 38, 40. Это на разные размеры. Я на примере первого показываю размеры. 32 сантиметра умножаем на нашу плотность по горизонтали. 32 на 1,95. Это будет 62 петли, девочки. 62 петли на первый размер. Вы по аналогии считаете другие размеры. Так, а по низу, вот, как я уже сказала, у нас с вами 48 петель было. Помните, да? Теперь считаем скос. Из верхней части петель вычитаем нижнюю часть, то есть 62 отнять 48. Получаем 14 петель, надо прибавить. Всего, причем прибавки должны идти симметрично и равномерно. У нас 2 скоса, делим на 2, по каждому скосу по 7 петель прибавки идут. 7 тут
7 тут. Понятно. Их надо распределять равномерно. Сейчас мы воспользуемся расчетом вертикальной плотности. И вот у нас идет мерочка от планки в высоту, ну, типа вот 48 сантиметров. Да? То есть это будет индивидуальная у каждого мерка, зависит от вашего роста, девочки. Но на примере я показываю вам, как сделать расчет скоса. Вот 48 сантиметров переводим в ряды сразу с помощью нашей расчетной вертикальной плотности. Когда я говорил в 1 сантиметре 2,15 ряда. 48 сантиметров умножим на 2,15. 48 на 2,15 плотность, получаю 103 ряда. Но обычно берется четное количество рядов, 104 пишем. Итак, 104 на протяжении 104 рядов нам надо добавить 7 петель равномерно и симметрично. Прибавить 104 поделим на 7. Получим вот такое число 14. Приблизительно, можно вам сказать, девочки, считаем, в каждом 15 ряду мы делаем прибавку. В каждом 15 ряду у нас идет прибавка справа и слева одновременно и симметрично. Понятно? Всего будет 7 таких прибавок. И когда у вас будет 62 петли через 104 ряда, вы закрываете все петли рукава. Все, рукавчик связан. Я все это рассказала вам для примера. Вот здесь будут ваши личные размеры. Вот. Я думаю, что вы справитесь. Ну и после того, как мы все это свяжем, деталечки отпариваются, да, и сшиваются. Я оставлю вам ссылочку под видео, как я собираю, какие я швы применяю, как я обвязываю вырез горловины, как я поднимаю здесь петли, да, то есть планка, делать планку или не делать по вырезу горловины, можно крючком обвязать, в принципе, такой тоже вариант приемлемый. В общем, на примере некоторых моих работ я оставлю эти ссылочки, смотрите, как я собираю, как я обрабатываю вырез горловины, да. Здесь, конечно, необходимо применять творческий подход, да, то есть не пугайтесь, не надо обязательно четко сделать по фотографии, там, конечно же, делайте так, как вам интересно, как вам хочется. Вырез горловины можете сделать какой хотите глубины, да. Вертикальную плотность не игнорируйте, сразу вам говорю, мерочки на выкройке ставьте свои, то есть сами определитесь с длиной изделия, какая у вас величина будет стоять в сантиметрах. Какой вы хотите? Либо туничку сделать подлиннее, либо коротенький какой-то джемперочек такой летний предусмотреть. То есть все это дело вы должны лично проконтролировать и поставить на этой выкройке свои мерки. После этого сделать расчет, как я это делаю. Видите, ставлю, сколько петель у меня в каком месте находится. То есть вот видите, я ставлю 62, 48, по низу я ставлю там 90, да, на плечи я ставлю 23. Это вам значительно облегчит работу. Не игнорируйте вертикальную плотность. Вот здесь у вас стоит величина планка 4 сантиметра в высоту, и после планки вы будете вязать узор. Вот здесь тоже ставьте свои мерки, то есть от планки до выреза горловины переда у вас должен стоять какой-то параметр, размер, да. Вот здесь у нас размер стоит, вот смотрите, 46,5, это с учетом планки. Отнимаем 4 сантиметра, то есть это будет 42,5 сантиметра до выреза горловины переда. Вот, и мы 42,5 умножаем на нашу плотность по вертикали. 42,5 умножить на 2,15. И получаем ряды. То есть 92 ряда. Я говорила, что это должно быть четное число. То есть вот здесь у нас будет стоять размер
92 ряда, видите? И я, провязав от планки 92 ряда, буду знать, что сейчас у меня будет формироваться вырез горловины. Понятно, да? Вот, девочки, почему нельзя игнорировать вертикальную плотность? После стирки наше изделие всегда вытягивается. И наша вот эта с вами расчетная плотность, когда мы, помните, с образцом, что делали, мы его во влажном состоянии во всякие стороны тянули, да? Вот. И потом считали вот эту плотность. Это так называемый коэффициент, плотность, который учитывает именно вот этот момент растяжения вязаного полотна после влажно-тепловой обработки. Вот. И поэтому после того, как вы постираете изделие, оно у вас будет практически один в один, как вы и планировали. Если вы будете вязать, не игнорируя вот эту плотность вертикальную. То есть длина у вас будет соблюдаться, та, которую вы заложили изначально в своих расчетах. Понятно, да? 92 ряда очень легко считать не рядами, а именно раппортами. Смотрите, у нас раппорт 4 ряда, 92 мы поделим на 4. Что у нас получится? 92 поделить на 4, у нас получится 23 раппорта целых. Да? То есть вот вы считаете, 23 раппорта провязали, и потом идет вырез горловины. Также по спинке. Да, там будет своя мерка, свои ряды. Обязательно определите, сколько у вас общая длина будет изделия. То есть вот эту мерку поставьте. Вот этот вот сантиметр. От планки, если она есть план, от планки до самого конечного точки плеча, да, где вы уже все закрыли окончательно. Сколько это будет в рядах. Да? То есть вот такие вот моменты важны.